После того, как мы сняли верхние корпуса, отвезли, откачали мед, мы наконец-то добрались и до магазинов. В каждом улье-медовике стоит по 2 магазина. Кстати, мы мед из магазина уже один раз откачали, это в начале июля. Теперь посмотрим, сколько же накопили пчелы меда на главном взятке. Для чего мы откачивали мед в магазинах в начале июля? Для того, чтобы освободить место для работы пчелам на главном взятке. Мы вам покажем, как мы работаем. Работа наша заключается вручную, порамочно стряхивать пчел. Предлагайте, пожалуйста, как нам облегчить работу. Возможно, купить мне воздуходувку, чтобы быстро освобождать рамки от пчел. Возможно, пчелоудалитель ставить между гнездом и магазинами. Предлагайте, я каждый комментарий с вами обсужу. Вы мне облегчите этим работу, своим передачей своего опыта. И нам будет легче. Кому нравится мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Поехали! Добрый день, уважаемые пчеловоды. Это пасека Лаврова, Витебская область, Беларусь. Мы сняли верхние корпуса и вот начинаем работу уже по отбору магазинов. Магазины мы откачивали в начале июля, мед откачали, и в течение главного взятка июля месяца пчелы накопили мед в магазинах, но не только в магазинах, они накапливали мед и в верхнем корпусе, где был отводок. Там мы снимали, я вам показывал, что сколько там меда. Вот теперь посмотрим, сколько в магазинах они повторно, пчелы, наносили сюда меда. Мы его тоже на откачку, и у нас останется гнездо, и гнездо у нас будет стоять до ревизии. После того, как откачаем мед, и будем уже проводить ревизию в гнездах. Там тоже будем сортировать рамки, убирать медовые, оставлять в зиму количество рамок. В основном я 8 оставляю. Ну вот такая у нас работа. Вы посмотрите, как мы делаем. Возможно, что будут с вашей стороны какие-то предложения. Все я учту. Я тоже люблю, чтобы у меня был порядок, чтобы рационально использовать время, свой труд. Поэтому то, что вы предлагаете, я все учитываю. Ну, давайте мы начнем с первых ульев. Вот. И дальше потом буду показывать некоторые семьи, тоже буду показывать, сколько там накоплено меда. Не все семьи будут одинаковые, которые хорошо справились, которые средние. Ну, поехали. Вот у нас крайняя рамка. Запечатана, но не до конца. Вот второй корпус, видите, они все же не до конца запечатывают. Первые, когда откачка была в начале июля. Да? Ну вот дальше пошли уже лучше. Второй корпус. Не хватило взятка. Кончился взяток. Но тем не менее мед есть. Во втором корпусе мед есть. Нет совсем запечатан. Рамочки не совсем запечатаны. Видите, не совсем запечатан, но основная масса запечатана. Снимаем корпус верхний. Пчелок сметаем. И вот что у нас получается. Видите, настроили языков. Значит, у нас для этого есть немножко, надо нам подрезать это все. Вот видите, вот такая работа. А здесь они так хорошо сливаются. Так. Ну вот, нижний корпус, конечно, лучше. Запечатаны почти полностью. Ну, наверное, полностью. Вот, первый корпус, видите, как всегда, как правило, к гнезду ближе корпус или магазин, он всегда лучше. Вот, нижний магазин они полностью запечатали хорошо. Мед здесь будет очень хороший, зрелый.
Второй корпус. Вот будем в следующих семьях смотреть. Где будет, может, лучше, где хуже. Но тем не менее, 2 магазина меда есть. Ну вот. Рамочки. Ну вот, крайняя рамка не совсем закрыта. Так, снимаем корпус. Нужно срезать нам на место решетку. Они ее запрополисуют. У нас будет прополис. Накрываем. И до следующей работы. А следующая работа у нас будет уже ревизия гнезда. Ну, поедем к следующей семье. Ну вот, подошли к следующей семье. Начали работу и так периодически вам будем показывать, какие семьи мы уже тут. Ну вот, крайняя рамочка. Видите, хорошо запечатана. Верхний корпус здесь лучше. Ну, посмотрим еще нижний. Вы можете заметить, что я не повторяю семьями. В прошлый раз, когда смотрели мы верхние корпуса, показывали одну семью, ту семью. А здесь уже другие семьи у нас. Хотя здесь они не хуже сработали на верхних корпусах. Но мы показываем, допустим, уже магазины. Конечно, в том медовике, где мы показывали хорошие результаты по корпусам, там и магазины хорошие, но мы уже другие вам показываем семьи. То есть, на что я хочу обратить внимание, что меня упрекнули как-то, что пчеловоды, что я одну семью смотрю, остальные, наверное, вообще ничего там не показывают, не собирают. Нет, все семьи подготовлены хорошо, все семьи к медосбору главному подготовлены, и все в одинаковом примерно темпе работали. И результат в основном, в среднем, у всех хороший. Зачем мне семьи держать, работать, плохие семьи? Я занимаюсь селекцией. Семьи должны быть хорошие. В основном все. Но есть и лучшие. Мы от этих семей берем маточек и делаем отводки. Ну вот, да, если бы мне перейти на пчелоудалители, а это мы сделаем, покажем, что будет, какой результат с пчелоудалителями. Возможно, куплю воздуходувку. И вот интересно всем будет, насколько будет экономично использоваться время мое, насколько рационально будет пчеловодство у меня. Вот мы на следующий год посмотрим. Постараюсь я это сделать. Ну, неплохие, видите, нижний корпус будет везде хороший, а вот верхний корпус может быть где-то не совсем до конца запечатан. Потому что главный взяток уже кончился. Уже погода изменилась, похолодало. Уже целый день идет дождь. У нас циклоны, ну и так далее. К осени дело идет к осени. Так, ну вот, мы сделали. Снимаем корпус. И этот корпус готовим к следующей семье. Следующей семье.
Что, на этом завершим наш показ видео для вас. Как мы работаем, снимаем корпуса. Поэтому не забывайте мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк. Я думаю, вам интересна моя технология. До скорой встречи. До свидания.